здоровья. We vertrekken nu uit Vladikavkaz naar Moskou. Dat is een rit van 37 uur in de trein. En volgens mij is de Russische trein de perfecte plek om uit te vinden wat het nou is, de Russische ziel. Hele boeken zijn al over voorgeschreven, maar wat is dat nou eigenlijk? Ik heb een tasje mee met een gegrilde kippetje en wat wodka natuurlijk. En ik ga mensen hier eens vragen, wat denken zij wat het inhoudt, die Russische ziel? Здравствуйте. Добрый вечер. Пожалуйста. К нам. В Москву? В Москву, Владикавказ, Москва. Ага. Проходите, Прямо. пожалуйста. Спасибо. Вот туда? Да. Het is altijd met treinen. Ben je van plan om tijd te komen, maar aan het eind zit je altijd weer te haast. Elke correspondent die naar Rusland komt, heeft van tevoren een missie om al die clichés rond Rusland te ontkrachten. En ik had hetzelfde idee. Maar er is één cliché waar je eigenlijk niet omheen kan. Een cliché dat eigenlijk gewoon waar is. Dat er ontzettend veel gezopen wordt in Rusland. En ook als je daar niet aan mee wil doen, word je er elke dag wel mee geconfronteerd. Als je niet meedoet met dat gedrink, word je als man in ieder geval niet voor vol aangezien. Осетинская водка? Да. Почему так много заводов, водка-заводов? В Осетии вода хорошая. За счет воды она и лучше. Вода. А вот товарищ. Потом. Мы выпиваем, Хорошо. а потом уже разговариваем. Потом Хорошо? давай. Коньяк или водку? Русская душа. На водку. Подожди, не, подожди. Журавли. Хорошо. Одна из хороших водок. В России. За знакомство. За знакомство. У нас много тостов красивых. Не тостов, а тостов. По-русски правильно тост. Я же не русский, Я россиянин, но я не русский. Я говорю как есть. Ik kan me een rit van Petersburg naar Moskou herinneren. Er ging een man tegenover me zitten en zonder dat wij een woord met elkaar hadden gewisseld, pakte die man een fles wodka uit zijn tas, pakte een stapel boterhammetjes uit zijn tas en zonder me te vragen schonk hij 2 glazen in. En toen pas begon het gesprek. En zo verscheen de ene na de andere fles uit zijn weekendtas. Это вам. Пиво тоже пьете, да? Я все. И водку тоже. Давай где-то. Ну да, Путинку надо нам с ним обязательно. Пиво без водки – это деньги на ветер, да? Ты Правда? знал? Правда. Поэтому сейчас. За знакомство. Давай за знакомство. за Тюльпаны? Тюльпаны? Куждар
Забахтар чибажта, вот он бал махтар кудом, его саму савшая как она. Сколько граммов будет? 150. 150. Нормально, да? Нормально. Какие водки есть у вас? Одна марка? Нет, почему? Звезда Ламбека, Путинка, русский стандарт. А что самая популярная марка? Самая популярная – русский стандарт, кристалловская водка. Ну почему водка как самый популярный напиток в России? Почему именно водка? Потому это что он может быть самый русская чистый. душа? Самый чистый. А, русская душа. Точно, русская душа, да. Да? Водка. Да, да. И она хочет, знаешь, как быть, русская душа, чтобы рядом с ним были хорошие, добрые люди. Всегда. Вот это русская душа хочет всегда, чтобы рядом были хорошие, добрые люди. Есть мужчины, которые вообще они вот пьют и не могут перестать пить. Есть такие Да. мужчины. Вот, например, Это, конечно, очень губит здоровье, но, увы, им не скажешь, не вот, пей. например, сейчас ты налезь. А если им скажешь, не пей, они скажут, что ты меня учишь. Все. Ну да. А Уж не русские мужчины, слушай. они сильные? Насчет выпивки, Вообще. как вам сказать? Если Я вообще-то с разве я русскими слабый? мужчинами не очень-то общаюсь. Но я вот здесь вижу по работе, да, ну как, они на выпивку очень слабые русские мужчины. Братуха, Очень смотри, слабые. Так что это их губит, наших мужчин. Ну да, нормально. Нормально? 61 год. Нормально? А я еще могу на 150 еще поживу еще. Gemiddeld leeft een Russische man 59 jaar. Het leven kan elk moment omslaan en de dood is altijd vlakbij. Misschien daarom dat Russen veel meer van het heden en van het leven genieten dan Nederlanders, die eindeloos nadenken over een moeilijke jeugd of hun leven 10 jaar vooruit plannen. Dat heb ik echt leren waarderen in Rusland. Скажите, пожалуйста, куда вы сейчас едете? В Москву. Там мы день будем в Москве. Затем во вторник у нас самолет А куда вы сейчас едете? в Мельбурн, да. Австралия. В Австралию, да. А это ваша дочь? Да, это моя дочь. Маша. Мой отец. Да. Да, меня зовут Маша. Мы едем с моим папулечкой в путешествие далекое. А что случилось, чтобы вы летаете в Австралию? В Австралии живет моя невеста. Вот. И мы собираемся пожениться, возможно, да. Поэтому такова цель нашего путешествия. То есть мы предполагаем жить вместе в Австралии. Познакомились мы, поступили еще в 1981 году. Мы поступили в Луганский медицинский институт. Мне было 16 лет, ей было 17. Ну, вот. Мы Как ее зовут? Ирина. Ирина. Да. Со временем, по прошествии лет, чем больше лет проходило, тем какие-то возвращались воспоминания, такие сложные воспоминания, вот, и ощущение незавершенности чего-то, или там вины, вот, или проблемы, или там, вот. И, конечно, это было, в общем-то, когда я получил от нее открытку, да, из Австралии, да. Это Что было... там было? Какое картинка? Картинка, что какое-то побережье, там, вот, похоже, какое-то курортное побережье. На ней было написано на английском: «Я просто хотела сказать привет, если ты еще помнишь меня». Через письма, потом она начала звонить, потом это, в общем, переросло в тому, что мы писали письма каждый день. Вот. И она примерно раз в неделю звонила, мы говорили там от 2 до 6 часов вот, каждый раз. И, естественно, все это подвигалось к тому, что мы решили, что нам обязательно нужно встретиться. А что ты думаешь о отцу? Я люблю своего папочку и поддерживаю во всем. Но на самом деле, когда это все только начиналось, у нас была семья, вот, и я не понимала, что происходит. Ну, я была младше, это было 2,5 года назад происходило. Я была жутко обижена на своего
папу, что он Да. оставляет меня, брата, маму, вот так без ничего. Но потом я Ты немножко... вообще знала об этом? Да, да, знаю, конечно. Вот, ну, мама там всячески рассказывала, что вот такой негодяй мой папа и все такое. Но дело в том, что с Виталиком с самого раннего детства очень близкая связь, ну, такая духовная, возможно. Я очень люблю его, так, мы такие, ну, друзья. Ну, когда мы решили, я сказала, что я не смогу без него жить, вот, и решила уехать с ним. А что вы оба думаете? Это не удивительно, как жизнь можно изменить? Это очень, Как? это удивительно. Очень просто, удивительно и да, страшно, на самом деле. Страшно? Да, очень. Да, то есть, как говорил Дон Хуан Матус, да, жизнь прекрасна и ужасна одновременно. Russische dichter die zei het al. Rusland kan je niet begrijpen. Rusland kan je alleen maar geloven. Я свой вагон люблю. Просто когда сделаешь свои дела, там приберешь, пообщаешься, раздашь чай, потом просто вот свой вагон люблю. И это как ваша квартира здесь? Я полжизни провожу здесь, 4 дня здесь, 4 дня дома, да. 35 часов получается туда, 35 часов. Что для вас идеальный мужчина? Надежный, сильный, прежде всего. Ну, о верности мужской не будем говорить. Человек, с которым тихо, спокойно. А вы с мужем расстались? Я с мужем рассталась, у меня дочь 12 лет, у меня муж осетин. Почему вы решили расстаться? У нас там лично, у меня муж просто-напросто, если уже вот так провокационные вопросы, мой муж просто употреблял наркотики. И я сделала свое решение, чем мучиться всю жизнь, мучить своего ребенка, я приняла такое решение. Тем более, есть люди, у кого есть желание излечиться, у него на тот момент не было. А сейчас мы просто не общаемся, может, он и не принимает на данный момент. Вы знаете, если он жив сейчас? Он жив, он после этого еще был в браке, я знаю, что, в принципе, да, он жив. Я рада, что у меня дочь, здоровый ребенок, это важно. Она у меня умница, и это моя заслуга. В принципе, он ее в воспитании не принимал никакого участия. И я рада, что я не самая слабая женщина на этой земле. Может, не настолько сильна, как вы, мужчины, но все равно. Давайте, я посмотрю билетик и запущу вас. Это билетик покажете, что вы правильно? Что вы опоздали? Да, вот опоздали. Москва, 5-й класс. Да, пойдешь покажешь? В ту сторону чистую. Мы даже не поцеловались. Поцелуй при встрече теперь уже. Кошмар. Да у меня ноги подкосились, знаете. На каблуках. У меня сейчас телефон сел. Пиши, ладно? Сейчас 2 минуты останется, закрою. Идите, давайте, конечно. Нет, тоже удобнее, пока стоим. А ему тоже удобнее, пока стоим. Идти тоже удобнее, пока стоим. Двери, все. А так Бога ради. Все, любимый, теперь будете встречать. Хорошо. Бежите, езжайте домой. Все, ладно. Давай, счастливо.
А Зоя, вы думаете, что когда-нибудь фильм? Половину? Да, половину. Каждая женщина, каждый человек надеется найти свою половину. Вы не мечтаете найти свою половину? Тоже мечтаю. И половина... С кем тебе комфортно на сегодняшний момент? Может быть, уже хорошо быть одна, что больше Нет, свобода. Свобода, да. Свобода, да. Человек, когда придет возраст, когда дочь выйдет замуж, куда денусь со своей свободой? Нет, человек, вторая половина нужна все равно. Я так считаю. У меня все мои предки, моя бабушка прожила почти 64 года в браке. У моей мамы жизнь не сложилась. Моя тетя прожила 40 с чем-то лет в браке. Я вот на их пример смотрю, и, конечно, хочется семейного счастья, прежде всего, женского семейного счастья. Trein is een instituut. En normaal is het eigenlijk een vrij goor instituut, in bijzonder de wc's. Maar nu weten ze dat we gaan draaien en er is er ook een mannetje mee die alles in de gaten houdt. Ik ben naar de wc geweest en ik heb nog nooit zo'n schoon toilet gezien. Er was handzeep, er was luchtverfrisser, er stonden 3 rollen toiletpapier. Normaal moet je je voorstellen, is natuurlijk geen toiletpapier. Maar echt, Russen leven in de trein. Zodra ze in die trein zitten, installeren ze zich en is het alsof het hun huiskamer is. Dat is echt heel mooi. Уже было. Нет, что? Вот с севера идут поезда, прям, знаете, вот так налеплено, вот на боксах, прям вот так налеплено. Уже? Что девчата выходят и эти головы там избивают. Ну, у нас было. In Rusland heb je de paradox dat vrouwen zich consequent zwakker vinden dan mannen. Het is nog een heel traditionele verdeling. Terwijl in werkelijkheid niet de mannen, maar de vrouwen de dienst uitmaken. Het zijn de vrouwen die een week vrij nemen van werk als een man zich bedringt, of het kind opvoeden als de man is weggelopen. Niet voor niks waren het de vrouwen in de trein die de meest zinnige dingen zeiden. Че, Кутя? Один раз им кушать дашь, и они будут каждый день приходить и кушать, просить колбасу собаки. В один тот же вагон, кстати. Иди, самим кушать нечего. Откуда вы сейчас? А сейчас я в Ростове села. А в Ростов там в гости были? Да, в гостях. Друзья? Нет, сын у меня там. Он там живет? А? Он живет в Ростове? Нет, он в Таганроге живет. Знаете такой Таганрог? А, да, я думаю, дом Чехов. Да. У него есть. Да, Чехов. Это красивое место, Таганрог.
Да красивый, но ветреный. Ветер сильный, там же... Море. Да. А почему в России у всех есть такие участки, дачи? Кто может дополнительный приработок, как нам, вот, пенсионерам? Все дорого. А мы сами себя обеспечиваем овощами, фруктами. Тогда уже дешевле получается. Вы продаете и картофель? Нет, иногда ягоды. Ягоды? Ну да. Черная смородина, там малина, клубника. Ну, иногда там несколько ведер картошки. На 5 соток надо все же посадить. А Лидия, кем вы работали раньше? Оператором когда-то было у нас машиносчетные, на германских машинах, оскотах работали. Это когда-то было, сейчас это уже ушло. Уже нет? Нет, сейчас уже прогрess. Ik denk dat veel dingen die ik in Russen bewonder, zoals vindingrijkheid en humor, gastvrijheid, de lust om te leven, maar ook dingen waar ik een hekel aan heb, zoals dat wantrouwen en die obsessie met alcohol, allemaal voortkomen uit de noodzaak te overleven. Als dingen vaak stuk gaan, word je vanzelf handig. Als je zelf in de problemen bent geweest, word je vanzelf gastvrij. Als de dood zo dichtbij is, geniet je vanzelf meer van het leven. Als er geen eten is, dan verbouw je het. En als je het echt niet meer weet, lach je erom. Of verdrink je je problemen. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще где-то что-то специальное, местное, вкусная еда? А местное вкусное пиво у нас местное, Дон. Пиво? Да, пиво местное. А где? Дон. А вот я вам покажу, смотрите. Вот таких вот бутылочках, вот Дон. Вот таких вот. Есть Дон такое живое, есть вот в таких вот бутылочках. Вот. Это местное наше пиво. Больше. Еще больше показать, да? Это тоже пиво, да? Это 2,25. Так. Давайте, может быть, самые маленькие. Самые маленькие? Да. Что самые вкусные? Самые вкусные пирожки у нас самые вкусные, русские. Русские пирожки? Да. А где? Беляши, а вот у меня в коробочке там, горячие. Горячие? Горячие. Свежие? Да. Хотите с мясом там? Ну, давайте один просто. Русское это придумали, что держит тепло. А русские это придумали? Да, как же. А почему именно русские придумали? Ну, видите, надо же как-то выходить с положения. Раньше были бачки специально такие, бабушки наши ходили, торговали. Бачок такой, он держит теплоту. А как они выглядели? Ну, они круглые были такие, и внутри видно, типа термоса, знаете, такие были. А вот сейчас вот мы делаем вот пенопласта. Пенопласт, он же тепло держит, и вот с него делаем. Это потому что в России часто холодно, да? Да. А здесь зимой сколько здесь градусов? Когда бывает 30 и больше. Вот у нас даже вот не зима была, ну вот осенью было 12 градусов. Хотя ни снега, ничего нет, просто на голую землю. Удивительно. Так, сколько с меня? С вас 30 рублей. 30, сейчас 50. Я вам за что сейчас дам? Это мое, да, собственное. Собственное? Да, есть картошка горячая даже. Горячая картошка? Да, горячая картошка. Где? Есть, покажи, Галечка. А это что, вы в день Дона будете показывать или что? Как бабушка себе на проживание зарабатывает? А, это за проживание? Да. Это о пенсии? Где? Прячьте. Ничего, прячьте Горячий, картошку. да? Горячая, спрячьте картошку. Сколько картошки? 30 рублей. 30? А сколько пенсий тогда вы А получаете? у меня пенсии еще нет, я еще не заработала ее. Еще год до пенсии А мне. кем вы работаете? Я дворником работаю. А сколько там А у получаете? меня 2800 зарплата. Да. За месяц? Да, за месяц. Поэтому Очень мало. это Да. как еще, Поэтому да? вот это вот мой заработок еще. Да. Вы все, да, здесь?
всегда, каждое воскресенье. Знаем, конечно, друг друга. Каждое воскресенье вот здесь. Та неделю работаю, в воскресенье здесь работаю. Это самый главный поезд. Нет, здесь много поездов идет за целый день. Да, вот целый день работаем. Здесь заработаем рублей 300-400. Идем радостные домой. Можно. А что вам дать? Без картошки хотите? Горячие? Это спрячьте в сумку быстро, Натя, а то мент идет. Какой город Лихая? Это Хороший Лихая. город? Это, ну, был достаточно богатым край, потому что шахты были, а сейчас шахты позакрывали, все безработные. Очень тяжелая жизнь в Все Лихой. шахты сейчас закрыли? Да, все шахты закрыли, поэтому сейчас очень трудно жить на Лихой. Очень. Мы, пожилые, никуда не уезжаем, а молодежь убегает отсюда. В Ростов, Новочеркасск убегаешь. Что, сынок? Семечки. Сказать, потому что не знаю. Как тебе показать? Ну, вот ее нужно вот зубами ты прищепишь вот так вот. Да. А? Вот смотри, там открылось. Вот тебе семечко. Понятно. Попробуй. Такое вкусно. хочу. Сколько это стоит? 10 рублей. 10? Ага. Так. 700. Спасибо. Сильно помоги. Без хлеба, без хлеба помоги. Да. Пожалуйста. Спасибо, дай Бог. А вы тоже в Москву едете? Да, я там живу, родилась коренная москвичка. А в Владикавказе что Мы вы работали делали? там, вот как бы, сейчас я рассказывала уже. Мгм. Там проводился общероссийский конкурс в Владикавказе. Конкурс для воспитателей, для педагогов общеобразовательных учреждений, который назывался «Воспитать человека» со всей России. Это был как бы уже финал. Выбрали лучших педагогов, воспитателей детских домов, школ, заместителей директоров. И они участвовали в конкурсе, и лучшие из них выиграли медали, награды, ценные подарки, деньги. И действительно, все дни Осетия нас горячо и тепло принимала, Владикавказ. Задарили нас подарками, накормили осетинскими пирогами, мы вот несколько пачек с собой везем. Да. Вот. И, конечно... Такие большие. Да, нам показали, рассказали. Мы ездили и в Беслан непосредственно, и в ту школу, которая была, то есть место школы трагедии. тоже были? Да, конечно. И ездили в 2 новые школы, которые построили уже после этой трагедии. Общались с детьми, с учителями, которые были на месте, вот, кто был в заложниках. И... Мы тоже были в школе. Как ваши Вы знаете, чувства, так как я когда как вы- психолог, я, конечно, может быть, не как обыденный человек, мне легче это воспринимать, но было страшно, больно. И, конечно, один вопрос вертелся. За что, да? За что дети? Потому что они, дети меньше всего виноваты. Вот. Правда. И самое ужасное, то, что когда мы приехали на мемориал, вот это вот как раз который называется «Город ангелов», мы ходили, вот как раз смотрели на эти детские лица, там очень много стихов, везде очень много воды, потому что в течение нескольких дней, когда они были без воды, поэтому традиция обязательно ставить, открывать воду. И там была женщина, которая является мамой молодой учительницы, которая погибла, она плакала, и вот даже я, психолог, я ничего не могла сказать, я ничего не могла сделать, единственное, что могла... помогать, да, даже я психолог, единственное, что могла сделать, я дала ей просто платок. А Света, что будет первый, ты приедешь в Москве, что это первая вещь, что ты будешь делать? Поцелуй любимого человека, по которому очень соскучилась. У меня должен встречать в 6:30, либо, может быть, я даже выйду раньше. Очень соскучилась по любимому человеку. Он тебя ждет на перроне. Но еще пока не ждет, пока еще дома, да, очень соскучилась. Потому что, как говорится, в гостях хорошо, дома лучше. А Света, почему ты именно его любишь?
Ну, потому что, во-первых, ну, не знаю, как это невозможно объяснить. Да? Для меня любовь – это то, что вот где нету критериев, вот я тебя люблю за это, за это и за это. Вот. Это что-то необъяснимое. А во-вторых, это, ну, как бы, если есть хоть какие-то там ориентиры, да, ну, какой мне человек там нужен, может понравиться, то есть. Для меня очень важно, чтобы мужчина был уверен в себе, и он был сильный. Я сама очень сильная, поэтому со слабым мужчиной я просто не смогла не построить какие серьезные отношения. Во-вторых, у него должно быть чувство юмора. Без этого в России никак. Да? Вот, это да, что-то чувство русские, юмора, может быть, это, да? ну да, чувство юмора это важно с точки зрения того, что наша жизнь тяжела иногда, и если с юмором к этому не подходить, можно, ну, многое потерять, можно быть в постоянном стрессе. И вообще вот юмор, он позволяет к жизни относиться более легко, более гибко. То есть в чем Россия, особенная обстановка? Все очень постоянно меняется. Меняется в том числе и к лучшему. Для этого нужно адаптироваться. А юмор – это очень хороший такой клей, который склеивает эти постоянные изменения. А есть такой, Вот. как типический русский юмор? Может быть, Русский анекдоты? юмор? Есть, конечно. Вот я могу привести примеры. Это вот Задорнов, вы наверняка знаете, известный наш юморист. Он вот про поезд. Мы только что шутили. Хорошо, про поезд. Про поезд. Давай. Значит, получили мы только что белье. И только что прям был такой у нас смешной прецедент. Берем белье, и оно мокрое. Что человек не русский будет возмущаться? Как белье мокрое? Мы радуемся, значит, оно чистое. Значит, его стирали. Где вы сели? В Беслане сели, да. Вы знаете, где там знакомые там были в школе? Да, я сама была в теракте. Сама сами? все 3 дня была в теракте. У меня там был внук, внучка, сестра, племянница. Внуки я вышли, сестра осталась, племянница осталась. Там погибли. И внучка моя погибла. Там 9-10 лет внучки, 44 года сестре и 9 лет племяннице. Мои фотки. Это моя внучка, это сестра, это племянница. Внучке 10 лет. Вы можете показать? Это сестра. Какие звали, извините? Лулаева Алана. Алана, да? Алана, да. А скажите, пожалуйста, какая она была? Она так хотела жить, так хотела любить. Так я как-то ей говорю ей: Аланочка, ты даже не представляешь, она была, отца у нее не было. Отец погиб до ее рождения. И воспитывала ее я. И вот я ей говорю: Алана, ты даже не представляешь, сколько я тебя люблю. Я тебя так сильно люблю. Она говорит: ты даже не знаешь, сколько, я даже не могу тебе ответить на это, сколько я тебя люблю. Говорит: я знаю. Я говорю: сколько? Не больше, чем я тебя. Она мне отвечает. Я сама бы никогда не додумалась вот такое сказать. Она говорит. Потом ее мама как-то спрашивает, ее в Канаде живет ее мама. Она ее спрашивает: Алана, кто у тебя красивее всех в классе? Он говорит: мама, в смысле после меня, что ли? Вот такой ребенок был, да. Вот она считала себя, вот, да, что она вот самая лучшая, самая красивая, самая хорошая, вот такая она была. Умная, да? Да, была девочка очень хорошая, очень. Она хотела, да, я ей говорю, она говорила: я буду фотомоделью. Я говорю: Аланочка, фотомодель это, говорю, по возрасту, говорю. Потом, говорю, постареешь, говорю, уже это. Ладно, я буду врачом, а по выходным фотомоделью. Вот она все время вот так говорила. Ладно, хорошо, бабуля, ты хочешь, чтобы я врачом была? Я буду врачом, а по выходным буду фотомоделью. У нее под подушкой была вот такая надпись с этим, с Христосом. Вот с церковью вот это. Она говорит: прошу Боженьки, чтоб помог мне, чтобы я смогла уехать в Канаду. Сколько раз я их вывозила, не могла никак визу сделать. Чтобы она помогла, чтобы он помог мне соединиться с мамой
чтобы мы все вместе дружно жили. И бабулю я взяла с собой. Вот прямо вот так вот пишет. Чтобы бабулю взять с собой. Я говорю, мамо, я еду пошли. Ik had dat meisje al eens eerder gezien. Ужасно. Все, у меня убили мою жизнь. Вот она, моя девочка. Хорошая. Хорошая девочка. Она, видите, как 92-й год обезьяны. В основном все. А вот ее подружка. А у вас есть семья? Конечно. У меня 2 детей, у меня 2 внучки. И я с большим воодушевлением смотрю на то, например, как учатся мои девочки. Они учатся в элитной гимназии. Слава богу, они родились красавицами. И я считаю, что у них великое будущее. Великое будущее. Мы даем им прекрасное образование, хорошее семейное воспитание. И я думаю, что они будут очень успешны в своей жизни. А вы тоже были в этом конгрессе? Да, я тоже. Вы любите вообще путешествовать? Очень. Да? Очень люблю. Куда вы были, например? Ну, и в России я везде была, во многих местах была. А кроме того, конечно, я очень люблю путешествовать и по миру тоже. Я была во многих странах. Вы знаете, Россия вся прекрасна. Куда бы ни поехал, в каждом месте России есть такие места, от которых невозможно оторваться. Людмила, вы можете объяснить, что это такое русская душа? Но, говорят, русского человека, как медведя, вот не зря медведя, его нельзя трогать. Вот его нельзя палкой вот так вот. Он будет долго сидеть в берлоге и будет долго терпеть. Но потом, когда ты его тронешь по-настоящему, вот тут-то тебе конец. И вот правильно сказали, знаете как, люди русские, в них удивительная есть вещь. Они сплачиваются в минуты какой-то вот действительно страшной силы. Вот была война, и даже вот у них сплочение сумасшедшее. Они не щадят себя. Вот понимаете, как будто вот им нечего терять. Вот они лягут на амбразуру пулемета, они убьются, но свое они отстоят. Ни шагу не двинутся назад. Безудержная стойкость, когда они думают, что это правда, тут русский народ не поколебать его волю, вот эту вот страстность никто не может. Никогда. С русским народом надо жить всегда. В мире и добрососедстве. И понимать все это. Не злить. Не приводить его в состояние агрессии. Не стоит, нельзя. А Людмила, вы любите свою страну? Очень. Очень. Вот это вот подарил мне владыка, вот с Иерусалима привез и подарил мне. Вот ехал с Израиля и с Иерусалима и подарил мне. А что Бог знает для вас? Значит, я поняла его, да. Что Бог значит? Когда человеку плохо, то как к нему обращаешься. Вот я знаю, что когда хорошо, редко кто вспоминает. И когда просишь о чем-то, вот бывают у всех критические ситуации, просишь, а потом получилось, как ты хотел. Поблагодарить мы почти все забываем. Ну, для меня очень много. Как-никак, я осталась одна, молодая мать с ребенком. Я уехала на север, вышла с аэропорта, мне некуда было идти, было 20 февраля, минус 50. И 7 дней я жила у посторонних людей просто. Я считаю, что меня Бог просто не оставил. И через 2 недели я нашла работу. В Норильске очень трудно устроиться, это закрытый город вообще. И 7 дней я прожила у аварцев, у посторонних вообще мне людей, с кем познакомилась в аэропорту. И
Но все воля Божья, я так считаю. Могу процитировать, потому что не голословно, я правда люблю Есенина. Это мой любимый поэт. Так как я романтичная натура, в принципе, он писал о любви, очень красиво писал о любви, очень красиво писал о природе. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был до женщин и зелья падки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и чтоб прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступ нежная, легкий стан. Если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Мне бы только касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Als ik in Rusland ben, mis ik de voorspelbaarheid en de vrolijkheid van Nederland. Maar als ik in Nederland ben, mis ik het avontuur en het drama van dit land van poëzie-declamerende conducteurs. Ik heb ooit eens een documentaire gezien over een soldaat. Over zijn tijd aan het front zei hij: het was een verschrikkelijke tijd, maar het was de mooiste tijd van mijn leven. Zo is het voor mij ook. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навруз 3 короба, пусть удивляется, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, вас не касается. Откроет душу мне матрос в тельняшечке, как тяжело на свете жить, бедняжечке. Сойдет на станции и распрощается. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, а он останется. На Тихорецкую состав отправится. Вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые, платочки белые, платочки белые, глаза печальные. Thanks for watching the video. If you like this, don't forget to check out the other channels of VPRO. And of course, don't forget to subscribe.